Привет! Мы в Анталии. И сегодня отсюда будет большой выпуск. А о чем? Посмотрите на подборку наших мест для прогулки. Еще во времена могущественного древнегреческого царя Атала II Анталию считали прекраснейшим местом на земле. Память о правителе уже давно осталась в легендах, а город, основанный им за 1,5 века до Рождества Христова, известен на весь мир и поныне. Отличный климат, удивительная природа, богатые историческими достопримечательностями окрестности и хорошая туристическая инфраструктура превращают город в любимый многими курорт на берегах Средиземного моря. Ведь только вдумайтесь, что царь Пергама, правивший до самой смерти в 137 году, дал городу свое имя, но при этом не жил здесь. Ведь имя Атала увековечил основанный им на юге своих владений. Ранее это место называлось чуть иначе – город Аталия. Ну и на современный лад очень удачно звучит – город Анталия. Ну а мы начали нашу экскурсию с пляжа Бич-парк, который растянулся от района Каньялты на запад. Впрочем, для этого участка побережья скорее уместно название рекреационной зоны, его протяженность вдоль побережья составляет более 2 километров. Удаляясь от моря, пляж упирается в скалы. А на втором ярусе располагается тенистый парк и открывается красивый вид на море. Пляж Бич-парк разделен на участки, принадлежащие 13 различным клубам, предоставляющим различные платные услуги. Вход на часть из них бесплатен и открыт для всех желающих. За проход к другим придется заплатить порядка 50 лир. В бич-парке Анталии часто приезжают отдыхающие из центра города. Здесь пляжи чище и людей на них меньше. В 2018 году завершилась полная реконструкция пляжной зоны, и теперь она радует туристов и местных жителей комфортным отдыхом. Берег пляжа. Пляж Бич-парк галечный. За его состоянием постоянно следят, поэтому мусора практически нет. У берега мелководно, но уже через несколько метров дно постепенно уходит в глубину. Поэтому пляж не слишком хорош для посещения с маленькими детьми, однако придется по вкусу тем, кто уверенно держится на воде. Благодаря начинающейся сразу от берега глубине, на бич-парк часто бывают весьма ощутимые волны. Здесь работают несколько школ виндсерфинга, где этому занятию готовы обучить каждого желающего. Подход к обучению серьезный, на пляже можно не просто пройти курс, но получить международный сертификат. Ну вот мы и подходим к панорамному бесплатному городскому лифту. Панорамный лифт Анталии – это не только современная достопримечательность в самом центре города, но и популярное средство передвижения из одной части города в другую. Так как многие районы Анталии находятся на разных уровнях, туристам здесь часто приходится взбираться в гору или спускаться по узким улицам и крутым склонам. В 2014 году эту проблему решили строительством современного подъемника, который соединяет старую и новую часть Анталии. Лифт стал настоящим спасением для туристов и местных жителей, ведь теперь на нем можно добраться за пару минут от центральной площади республики до старого города и живописной набережной Анталии. Стеклянный лифт работает как подъемник и как обзорная площадка, поскольку с него открываются панорамные виды на город и морские просторы. Панорамный лифт работает ежедневно и круглосуточно. Вход в него на обоих уровнях бесплатный. Лифт соединяет два главных района Анталии – центральную площадь республики и исторический район Калеичи, где находится морской порт и набережная города. Пока не было лифта, спускаться и подниматься приходилось самостоятельно, обходя весь старый город с узкими и крутыми улицами. Пешком такой путь занимал приблизительно около часа.
Пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, а также семьям с маленькими детьми этот путь казался практически невозможным. Более того, крутые спуски и подъемы было особенно сложно совершать в летний период, когда в Турции температура поднимается до 40 градусов. С появлением лифта проблема всех местных жителей и туристов мгновенно разрешилась. Теперь спуск и подъем занимают пару минут. На входе в лифт расположены пандусы для колясок, поэтому передвигаться на лифте может каждый. Расстояние, которое преодолевает лифт, 30 метров в высоту. В кабину лифта одновременно может поместиться от 15 до 20 человек, а внутри довольно просторно. Также внутри работает кондиционер, поэтому лифт стал отличным местом, чтобы на несколько минут спрятаться от жаркой погоды. Но мы идем в сторону старого города. И на пути нам открываются фантастические виды Анталии, море и горы. Современная Анталия – это сердце турецкой ривьеры и административный центр одноименной провинции, находящийся в непосредственной близости от аэропорта и насчитывающий уже почти 2 миллиона жителей. Сюда можно попасть из любой точки мира, как во время низкого, так и во время высокого сезона, который длится с начала мая по ноябрь. Путеводитель по Анталии описывает и современную часть быстроразвивающейся столицы региона. Здесь есть все, что нужно для отличного отдыха. Сеть отелей, включающая в себя как роскошные пятизвездочные гостиницы All Inclusive, так и уникальные бутик-отели, обставленные в духе старины, рестораны и кофейни, аквапарки и тематические парки развлечений. В магазинах и торговых центрах Анталии можно найти и продукцию известных производителей, и качественные вещи недорогих турецких марок. Впереди вы видите Антрей – это действующая сеть легкорельсового транспорта в городе. Она была открыта 28 декабря 2009 года. На октябрь 2020 года система имеет 49 остановок, 2 линии и 3 маршрута. Общая длина системы составляет 42 километра. К открытию системы в 2009 году было закуплено 14 5-секционных 100% низкопольных трамваев CAF и Orbouz-2. В августе 2015 года Hyundai, совместное предприятие южнокорейского Hyundai и турецкой компании Tavasas, выиграло заказ на 18 новых 5-секционных трамваев, необходимых из-за продления линии. В августе 2019 года 6 из 14 трамваев CAF и Orbouz-2 было передано в депо Варсак для работы на линии Т3. Проезд можно оплатить с помощью пластиковой проездной карты Antalya Card, которую можно купить в кассах на станциях. Стоимость проезда по карте меняется в зависимости от девальвации лиры, но обычно колеблется в районе 20 или 30 рублей за один проезд без льгот. Также на турникетах можно оплатить проезд банковской картой по полной стоимости. Антрей. Пойдем. Тем временем мы подошли к смотровой на пляж Кони-Алты. Наиболее хорошим пляжем города Анталии, растянувшимся на целых 10 км, стал пляж Кони-Алты, находящийся в одноименном районе города и представляющий собой полосу из гальки и песка. Место очень чистое, это притягивает к его водам огромное количество людей каждый год. Территория известна своими аквапарками, водными развлечениями в открытой воде, жгучим солнцем, барами прямо на песке и, самое главное, ласковым морем. Все это позволяет туристам получить самый лучший отдых в одном месте, а также наслаждаться живописным берегом пляжа и его великолепными видами. Кони-Алты по всем параметрам не уступает самому известному пляжу Лара. Пляж тянется от района Арапсую, находящегося прямо за историческим центром города, до нового и современного района Лиман.
Его ширина достаточно небольшая, около 50 метров. Тем не менее, эти размеры в полной мере компенсируются рекордной протяженностью пляжа, так что места здесь хватит каждому. Для удобства отдыхающих рядом с пляжем есть масса комфортных пятизвездочных отелей и отелей классами ниже для желающих сэкономить, поэтому при желании путешественники могут снять номер в непосредственной близости к морю. Место идеально к посещению в любое время года. Пляж известен своими живописными видами на Таврские горы с правой стороны от Каниалты и Кемер. Взглянув же налево, можно полюбоваться видом на Анталью. Море здесь спокойное, вход в воду довольно резкий, вода хорошо держит на плаву, поэтому место подходит для тех, кто только начинает учиться плавать. Здесь практически отсутствуют катера, поэтому возможен заплыв на любое расстояние. Галька достаточно мелкая, встречаются почти сплошные галечные участки, это упрощает заход в море. Волны в утренние часы практически отсутствуют, но уже примерно с 11 часов они появляются. Этот момент относят к минусам основной части пляжей города. Мы очень быстро переместились в пространстве на восточную часть города. И от нее пойдем через центр в сторону площади Республики. Сейчас мы идем в сторону парка Караалиоглу. Парк Караалиоглу занимает большую территорию в Анталии. Он находится на юге от района Калейчи. Парк расположен на возвышенности, поэтому здесь можно насладиться живописной панорамой города. В Караалиоглу высажено большое количество деревьев. Мандариновые, апельсиновые, сосны, пальмы и другие. Территорию украшают также красивые клумбы, фонтаны, различные статуи. Здесь можно встретить большое количество кошек, для которых построены специальные домики с кормом и водой. Вход в парк Караалиоглу бесплатный для всех желающих. Парковая зона появилась в 1943 году и с тех пор стала одним из любимых мест для отдыха на природе как среди местных жителей, так и среди туристов. Путешественники пишут, что благодаря обилию зелени в парке Караалиоглу в Анталии приятно находиться в жару. Многие отмечают уютную атмосферу и удобное расположение парка. Здесь можно как гулять пешком, так и кататься на велосипедах, самокатах или роликах по специально выделенным дорожкам. Доступ в парковую зону открыт круглые сутки. Инфраструктура парка Караалиоглу. В парке Караалиоглу работают различные кафе и рестораны с открытыми верандами и столиками среди деревьев, а также чайные, в которых подают чай в самоварах и местные сладости. На территории имеются ларьки с турецким мороженым и национальной уличной едой. По отзывам, цены в заведениях питания средние. Семьям с детьми будет интересно посетить небольшой зоопарк. Здесь есть также детские игровые площадки с качелями. Туристы в отзывах отмечают, что в просторном парке оборудовано несколько больших смотровых площадок с платными телескопами, с помощью которых можно лучше рассмотреть окружающие пейзажи. Видовые площадки – одно из любимых мест в парке Караалиоглу Анталии среди путешественников. На территории Караалиоглу работает бесплатный Wi-Fi, на широких аллеях установлены скамейки для отдыха. Для любителей спорта есть площадка с тренажерами, парк также подходит для пробежек. К морскому побережью оборудован спуск по длинной лестнице. У одного из кафе есть свой платный пляж Адалар. Путешественники согласны в том, что в парковой зоне очень чисто и ухожено. Вечером везде включается подсветка, создающая романтичную атмосферу, можно послушать выступления уличных музыкантов. В парке также работают торговцы, предлагающие разнообразные сувениры, есть блошиный рынок. Все желающие могут попробовать свои силы в местных аттракционах по типу тира. Достопримечательности Караалиоглу. По мнению многих, главное достоинство парка – ботанический сад с большим количеством разнообразных деревьев и цветов. Но имеется на территории Караалиоглу и несколько интересных исторических и архитектурных объектов. Здесь сохранилась древняя башня Хыдырлык, построенная во II веке нашей эры, во времена римского правления. Существуют разные версии и легенды о ее возникновении и предназначении. С вершины башни открывается панорамный вид на море, горы и парк.
К ней мы и держим сейчас свой путь. Дом-музей Ататюрка в восточной части парка – это сооружение, в котором проживал основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк, когда бывал в Анталии. Здание представляет собой образец местной архитектуры. Двухэтажный каменный дом был подарком Ататюрку от жителей города. Сейчас в экспозиции музея представлены документы о визитах политика в Анталию, его личные вещи, восстановлены обстановки в кабинете и спальне. В Караали-Аглу установлены различные современные скульптуры. Среди них памятник основоположнику революционной турецкой поэзии Назыму Хикмету, скульптура «Рука», посвященная первому мэру Стамбула, статуя Дон Кихота. На одной из смотровых площадок возведена интересная композиция «Работник и сын». У входа в парк Караали-Аглу размещены необычные арт-объекты, зеленые лягушки, играющие на музыкальных инструментах. В парке расположены также здания муниципалитета и местный театр, так что здесь можно совместить отдых на природе с культурным досугом. Российским туристам будет интересно узнать, что в районе парка находится консульство РФ. Но вот мы и подошли к башне Хыдырлык. Римское сооружение, датируемое II веком нашей эры. Башня, возведенная в южной части бухты Анталии, вероятно, играла роль маяка или выполняла оборонительные функции. Массивный барабан расположен на квадратном основании, построенном, вероятно, в эллинистический период. Общая высота сооружения – 13 метров. Вход осуществлялся через дверь в восточном фасаде. Но двигаемся дальше. Уже в сторону исторической застройки. Старый город Анталии. Калеичи, квартал Ванталья, исторический центр города, окруженный сухопутными укреплениями и морем. В Калеичи сохранились здания разных периодов истории города, начиная с древнеримского. Название Калеичи означает «внутри крепости». В старом городе сохранились узкие улицы и переулки. Многие улицы расходятся от гавани в направлении внешних стен. Внешний вид традиционных домов старого города меняется в зависимости от состоятельности владельцев, но есть множество общих характеристик. Как правило, в них сочетается кладка из камня и дерева. Дома выходят фасадом на улицу, а позади дома расположен сад. Распространены деревянные эркеры на верхнем этаже, украшенные орнаментами. Первый этаж такого дома предназначен для хозяйственных и складских помещений, а также кухни, а верхний этаж – для жилых помещений. Верхний этаж хорошо освещен, имеет большие окна, иногда 2 ряда окон. В верхнем ряду окон небольшие, обычно цветные стекла. Многие дома Калеичи были отреставрированы. Кроме того, в старом городе находятся религиозные сооружения, среди которых самый известный в Анталии – минарет Йивли. Среди крепостных сооружений, окружающих квартал, наиболее известны ворота Адриана и башня Хыдырлык римского периода. В 1972 году внутренняя гавань Анталии и район Калеичи были взяты под государственную охрану Высшим советом по древностям и памятникам недвижимости. 28 апреля 1984 года Министерству туризма Турции за реставрационные работы в комплексе Анталии-Калеичи была вручена премия «Золотое яблоко. Туристический Оскар». В настоящее время Калеичи стал туристическим центром. В нем расположено множество отелей, сувенирных магазинов, магазинов ковров, ресторанов и баров. Но давайте поговорим про историю города. Она увлекательна и необычна. Территория нынешней провинции Анталия была населена со времен древнейших людей, известны стоянки каменного и бронзового веков. Из древнейших цивилизаций над регионом дольше всего господствовало Хеттское царство. В эллинистический период
Регион находился в составе Ликии и Памфилии. Перейдя в руки Пергамского царства, территория подверглась активному освоению, и в 159 году до нашей эры по приказу пергамского царя Атала II был основан город Аталия. В 133 году город был завоеван римлянами. Позже стал зимней резиденцией императора Адриана. В честь его первого визита были возведены Адриановы ворота, являющиеся визитной карточкой города по сей день. Долгое время Аталия была владением Рима, затем Византии. С 1 по 2 века нашей эры в регионе распространяется христианство. Экономический упадок региона наступил в 8 веке после разрушительного землетрясения, набегов арабов и морских пиратов. В XI веке с началом сельджукской экспансии в регионе начинает распространяться ислам. В 1118 году при византийском императоре Иоанне II Камнине город был анклавом Византии. Он находился на значительном отдалении от земель империи, так что было возможно только морское сообщение с остальной частью страны. В 1119 году Иоанн II совершил ряд походов против турок и пробил по суше путь в Аталию. После событий 1204 года власть в городе взял в свои руки православный итальянец по имени Альдобрандини. В 1206 году город на 16 дней осадили турки, но помощь 200 кипрских рыцарей на 1 год отсрочила его падение. В 1207 году сельджуки завоевывают регион, греческое название Аталия меняется на Адалия. Однако через пару лет местные христиане подняли бунт. Второй раз город был покорен турками 24 декабря 1215 года после почти годовой осады. Примечательный исторический факт. В ходе второго покорения турки объявили христианам джихад и после победы выбили для устрашения послание с угрозой смерти на городских стенах. Однако написано оно было арабской вязью, которую греки-христиане не понимали. С 1321 года по 1423 год Адалия была центром независимого бейлика Теке. К 1387 году остатки местных христиан находились в настолько плачевном положении, что написали Константинопольскому патриарху письмо с просьбой о помощи в сохранении православной церкви. Турки обложили оставшиеся церкви такими непомерными налогами, что к 1397 году они фактически разорились. В 1423 году Адалию вместе с бейликом Теке завоевывают турки-османы. При них же город получает название Анталия. Вопреки расхожему мнению, оно не связано с названием региона Анатолия. В Османской империи Анталия играла важную роль морского торгового порта, местный невольничий рынок был одним из крупнейших в регионе, также здесь снаряжались суда для отправки на восточные рубежи империи. После Первой мировой войны в 1921 году город был временно оккупирован итальянцами. Анталия стала одним из форпостов подготовки национально-освободительного движения под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. По итогам освободительной войны Анталия вошла в состав Турецкой республики. На протяжении 20 века город претерпевал интенсивное развитие, поэтапно наращивались мощности сельского хозяйства, кожевенной промышленности, морского транспорта и логистики. Город расширялся территориально, формировалась транспортная сеть. В конце столетия, на фоне интенсивного раскрытия туристического потенциала турецкой ривьеры, Анталия становится важнейшим туристическим центром страны. Шоссе Д4 соединяет ее с другими курортными зонами, а обновленный в 1998 году аэропорт за короткое время становится третьим по величине пассажиропотока в стране. Климат Анталии. Климат Анталии субтропический с чертами тропического, с мягкой дождливой зимой и долгим жарким летом. Очень большое количество осадков зимой в Анталии выпадает благодаря Таврским горам, которые препятствуют проникновению циклонов дальше на север, как бы отфильтровывая их содержимое.
Летом осадки бывают реже, чем зимой. Относительная влажность воздуха практически круглый год составляет примерно 60%. С мая по октябрь в относительно сухой сезон доминирует ясная малооблачная погода. С октября по апрель господствует влажный сезон с холодными ветрами и обильными дождями. Отрицательные температуры воздуха и снег крайне редки и непродолжительны. Купальный сезон условно считается с середины мая по начало ноября. Рельеф всей провинции Анталья преимущественно гористый, и территория города не является исключением. Прибрежная зона имеет крутые многометровые перепады высоты, хорошо заметные в старом городе, на одном из них находится водопад. Дальше от берега, в зоне новостроек, перепады меньше. Анталия интересна как любителям ленивого пляжного, так и ценителям активных путешествий. Первые часто выбирают бич-парк, прибрежную зону отдыха, растянувшуюся на 1,5 километра вдоль моря. Днем здесь можно найти водные развлечения на любой вкус, а ночью заглянуть на настоящую пляжную вечеринку. Почти у каждого отеля оборудован свой пляж с зонтиками и шезлонгами. Море в Анталии отличается чистотой, а берега регулярно удостаиваются почетного голубого флага. Старый центр города сохранил в себе памятники всех периодов его богатой истории. Здесь есть достопримечательности, относящиеся к временам языческого, христианского и мусульманского господства, осколки древнеримской, византийской и османской культур. Историческое ядро, район Калейчи, это музей под открытым небом, сплетенный из лабиринта старых улиц. Здесь запрещено достраивать и перестраивать памятники архитектуры, поэтому большая часть зданий сохранила свой первоначальный вид. Из гавани Калейчи отправляются яхты, осуществляющие морские прогулки. Внутри городской черты расположен уникальный водопад, впадающий в море, Нижний Дюден, и несколько зеленых зон отдыха, полных тени в дни летнего зноя, например, Карали-Аглу, Ататюрк и Мермерли. Те, кому не по душе просто лежать на берегу или ходить по магазинам, могут заняться рафтингом на порогах рек Кипрю и Даламан. Отправиться на джип-сафари, пройти курсы дайвинга или верховой езды, прыгнуть с парашютом или увидеть Турцию с высоты, поднявшись в небо на параплане. В 2018 году Турция приняла около 40 миллионов туристов. Почти треть из них выбрали в качестве места для отдыха Анталию. Но вот тут и открывается удивительный вид на старый порт Анталии. Старый порт Анталии или порт старого города Анталии, гавань в Анталии, расположенная под бывшими крепостными стенами и ныне являющаяся одной из главных достопримечательностей города, где любят гулять гости города и отдыхать местные жители. Из древних источников известно, что до основания древнего города Атлеис в Анталии Калейчи существовала пиратская гавань, известная как Карикос, что означает «скальный свод». Город был постоянно заселен со II века до нашей эры и неплохо сохранился до наших дней. Гавань же на протяжении всей истории была одним из ворот Анталии к морю. Гавань, окруженная скалистыми берегами и стенами, на стену можно подняться и полюбоваться видами порта, была важна как с точки зрения морского пути, так и естественной структуры скал, создававшей хорошее укрытие и обзор. Гавань является частью старого города Анталии, поэтому порт также называют Калейчи Марина или портом старого города Анталии. Сегодня это по большей части туристическая зона с местами для прогулок и отдыха, ресторанами, парком с детской площадкой, магазинами, памятниками, музеями, панорамным лифтом, пляжем, туристическими агентствами, парковкой и туалетами. В 20 веке, после того, как на окраине Анталии был построен большой современный порт, гавань Калейчи стала играть лишь декоративную и туристическую роль. Сейчас здесь можно посидеть в уютном кафе или сесть на экскурсионную яхту, которая покатает вас вдоль побережья Анталии в сторону водопада Дюден, либо в город Кемер. Попасть в гавань из центра Анталии, который находится сверху гавани, на горе, можно двумя путями.
спустившись по узким улицам со стороны старых кварталов района Калеичи, или воспользоваться панорамным лифтом, он бесплатный. Что здесь интересного? Как я уже сказал, отсюда в море ходят многочисленные прогулочные яхты и регулярный паром до Кемера. Еще здесь можно найти музей игрушек, морской музей и портовую мечеть. Прогулялись по водоразделу до маяка, прямо напротив будет живописный мраморный пляж. Прогулка на прогулочном корабле в переводе на российские рубли примерно стоила 900 рублей на человека в 2022 году. Шорты это некорректно для них. То есть вот если мы идем, для нас это... Для мусульманского мира в целом. У них это под запретом. Но они сами ходят. И девчонки ходят. Рядом с гаванью, чуть в стороне, есть удивительный пляж. Берег моря в этой части Анталии представляет собой отвесные скалы разной высоты, поэтому пляжей в центре города практически нет. Но для тех, кто хочет совместить жизнь в исторической части города и хотя бы краешек пляжного отдыха, в Калеичи есть свой, небольшой, но самый настоящий пляж – Мермерли. Мермерли – не только единственный оборудованный пляж в округе, но еще и самая старая прибрежная зона отдыха в Анталии. Сейчас это место стало по-своему культовым. Официально пляж относится к территории одноименного ресторана. Чтобы воспользоваться пляжем, вам будет необходимо приобрести входной билет, он стоит 70 турецких лир с человека. На первый взгляд, это довольно дорого. Однако, если посчитать, во что обойдется дорога до пляжей Лары и Кониалты, и учесть здесь нужно не только финансовые затраты, но и время, которое вам понадобится. Чтобы доехать туда, а также уровень местного сервиса, несмотря на относительно небольшую площадь, пляж прекрасно оборудован, то цена начинает выглядеть вполне адекватной. Помимо исторического момента, который не всем интересен, пляж имеет и весьма практическое значение. Если вы приехали в Анталию и остановились в одном из небольших отелей старого города, то на спасение придет маленький Мермерли, где можно окунуться, остыть, поплавать и снова продолжить изучать прекрасную Анталию. Из дополнительных плюсов пляжа стоит отметить его безопасность для детей и тех, кто пока не умеет плавать. Спуск к воде здесь постепенный, очень мягкий, без резких перепадов глубины. С одной стороны пляж закрыт скалами, с другой – стеной. За ней бурлит жизнь небольшой старой гавани. Однако вся эта активность не мешает отдыху на пляже. Вода у побережья остается чистой и прозрачной, за чем отдельно следят сотрудники исторического пляжа. И это далеко не чистота Черного моря у Сочи. Вода здесь лучше. На Мермерли есть свой живой источник, из которого можно напиться чистой пресной водой, пришедшей со снежных вершин. Тематика, когда появилась в 2004-2003 году, они стали интенсивно ее эксплуатировать где-то с 2008 года. Но мы приближаемся к еще одному городскому лифту. Панорамный лифт – это современная достопримечательность в самом центре Анталии. Лифт соединяет старый город, район Калеичи и центральную площадь. Установлен относительно недавно, в 2014 году. Теперь добраться из центральной части в старый город можно за пару минут. Раньше пешком путь занимал около часа. Лифт работает как подъемник и как обзорная площадка. Данная достопримечательность доступна любому желающему, в том числе семьям с маленькими детьми, пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями. Кабина довольно вместительная. Лифт стеклянный, поэтому во время движения можно любоваться пейзажами. А с обзорной площадки открываются великолепные виды и получаются отличные фотографии. Панорамный лифт работает бесплатно ежедневно.
со смотровой площадки хорошо видно крепостные постройки города. Старый город Анталии – это примечательный туристический объект. Рекомендую это место занести в свой список посещения достопримечательностей Турции. Вот мы выходим на открытую местность. Это площадь Республики. Площадь Республики – главная площадь и сердце Анталии, на которой находится памятник Ататюрку, смотровые площадки и панорамные рестораны. Это основное место в городе для проведения праздников, концертов и основных мероприятий, где также собираются многочисленные гости города и местные жители. Площадь Республики находится над скалистым обрывистым побережьем, и на ней оборудованы стеклянные смотровые террасы, с которых открываются прекрасные панорамные виды на старый город Анталии. В том числе видны красные черепичные крыши и минарет Йивли, часть крепостных стен. На стену можно подняться и полюбоваться видами порта и моря, и старый порт. Площадь Республики открыта 24 часа в сутки. Доступ на площадь и смотровые террасы свободный. Памятник Ататюрку. В центре площади установлен памятник, посвященный Мустафе Кемалю Ататюрку, известному основателю Республики Турция. Место здесь очень оживленное, и вблизи находится исторический центр Анталии. В Турции Ататюрка любят, и многие считают его своим кумиром. Монументальная композиция была создана в 1933 году. Она представляет нам Мустафу Кемаля Ататюрка и его соратников, где Мустафа Кемаль изображен сидящим на коне, а его соратники – пешими с обнаженными торсами. Если смотреть издалека, то товарищи Мустафы Кемаля напоминают своим видом богатырей Древней Греции. Этот памятник привлекает многих своей красотой, несколько женских и мощные фигуры мужчин с мускулистыми, крепкими руками и восхитительными торсами устремляются в едином порыве к светлому будущему, в которое искренне верит и их вождь Кемаль Ататюрк. Позади монумента находится смотровая площадка, устроенная над самым обрывом, откуда открывается изумительный вид на Анталию. Вот здесь ретро-трамвай, да, ходит? Минарет старой мечети справа. Но вот мы проходим в центре старого города мимо удивительной старой мечети. Рядом с ней находится минарет Йивли. Мечеть была построена в 1230 году и полностью реконструирована в 1373 году. Надпись на минарете сообщает, что его построил сельджукский султан Ала-ад-Дин Кей Кубат I. Это один из самых ранних образцов исламской архитектуры в Анталии. Минарет виден практически из любой точки города и с давних пор является символом города Анталии. Так как его конструкция словно разрезана кирпичами на отдельные слои и состоит из 8 полуцилиндров, украшенных кирпичной изразцовой мозаикой, минарет получил название Йивли, что означает рифленый. Кирпичный минарет расположен к востоку от мечети на расстоянии 4,5 метров от ее юго-восточного угла. Высота минарета 38 метров, наверх по винтовой лестнице ведут 90 ступеней. Возможно, изначально ступеней было 99 по количеству эпитетов Бога в исламе. Мы проходим вглубь центральной части старого города. Здесь каменная постройка справа – это мавзолей Зенджер-Кирана. Он является знаковой религиозной достопримечательностью города. Он входит в комплекс минарета Йивли. Посетить мавзолей можно в любой день, он работает круглый год, вход свободный. Однако следует помнить о простых правилах посещения мусульманских религиозных объектов. Одежда должна закрывать ноги и руки, у женщин должна быть покрыта голова, молящихся нужно обходить сзади, если планируете зайти в мечеть, не делайте этого во время молитвы мусульман. Впереди по курсу часовая башня Анталии. Сейчас она закрыта баннером. Она на реставрации. Когда в 1901 году немецким императором дружественной для Османской империи Германии Вильгельмом II был сделан подарок,
партия часов для фасадов. Во многих городах Турции стали появляться часовые башни. 14-метровая башня Саат-Кулиси очень популярна в молодежной среде, здесь назначается множество встреч. Тем более, что центральная часть города и прекрасный парк, где можно уединиться от множества чужих глаз, совсем неподалеку. Эта часовая башня стоит на месте, на котором около 2000 лет тому назад находились северные ворота крепости. Сегодня вблизи Саат-Кулиси находится главный проход к старому городу с контролерами и оборудованный шлагбаумом. Дальше прямо. Что это? Вода. Кит. Старые руины, вот колодцы с мозаикой. Наверное, здесь греческий. Направо и налево. Но вот мы сейчас снова заглянем вглубь старого города Анталии. Но давайте поговорим про экономические аспекты современного города. Основными отраслями экономики города сегодня являются сельское хозяйство, туризм, торговля и легкая промышленность. Из относительно новых сторон экономического развития города стоит отметить строительство прогулочных яхт, набирающее обороты с начала 2010-х годов, со ввода в эксплуатацию нового морского порта. Сельское хозяйство представлено растениеводством, цитрусовые, бананы, оливки, яблоки, томаты, огурцы, хлопок, животноводством, овцы, птица и переработкой сельскохозяйственной продукции, производство оливкового масла, фруктовых соков, консервов. Несмотря на выход к морю, рыболовство и добыча морепродуктов в регионе практически не осуществляются. Легкая промышленность представлена прежде всего текстилем, одежда, предметы домашнего обихода, в незначительном количестве имеются кожевенные производства. Торговля и туризм составляют основу экономического благополучия города и региона. Вплоть до середины 2000-х годов туристический поток состоял преимущественно из потребителей пакетных туров из России, Украины и Германии. В последнее время власти задействовали иную концепцию. Вместо изолированных отелей все включено, упор делается на привлекательность всего города и развитие его рекреационных структур. Из-за активного притока туристов процветает и торговля, представленная на всех уровнях, от огромных мегамолов до мелких частных лавочек. Исторический центр, старый город, сочетает элементы римской, византийской и османской архитектурных традиций. Большая часть сохранившихся зданий и сооружений относится к османскому периоду. Помимо архитектуры, старый город Анталии также знаменит своими памятниками старины и археологическим музеем. В Анталии находится большой аэропорт. Его два международных терминала считаются одними из лучших на всем Средиземноморском побережье. В 2014 году был установлен рекорд. Через аэропорт Анталии прошли 12,5 миллионов человек. Качество автомобильных дорог находится на высоком уровне. По всей территории города находится большое количество организаций общепита и увеселительных заведений. Прибрежная зона состоит из пляжей, многие из которых отмечены наградами за высокий уровень комфорта и чистоты, детских аттракционов, водных развлечений и небольших пляжных кафе-ресторанов. Я как-то уже стараюсь отвыкнуть и забыть. Полуколичественных жизней. Да, как раз таки старьевщики, многие собирают всякие хлам и по чуть-чуть. Ага.
Отелей и гостиниц в черте города немного, в основном они расположены в пригородных поселках. В городе функционируют 2 университета, Академия туризма Анталии и Агденис, 3 спортивных комплекса, большое количество школ, больниц и дошкольных учреждений. Связь Анталии с остальной частью страны обеспечивает воздушный, водный и автобусный транспорт, железная дорога отсутствует. Внутригородской общественный транспорт представлен автобусами, трамваем, старинным в исторической части города и современным монорельсовым, пересекающим весь город, и маршрутными такси, долмушами. При этом в автобусах и трамваях реализована единая оплата проезда картой Анталия Карт и банковскими картами. Анталия также имеет необычайно развитую по турецким меркам велоинфраструктуру, велодорожки, велопарковки, прокат велосипедов практически на уровне западноевропейских мегаполисов. За последние годы наметилась устойчивая тенденция роста числа русских, постоянно проживающих в Анталии. Приобретение недвижимости вносит весомый вклад в городскую казну. Идя навстречу интересам переселенцев, городские власти способствуют созданию русскоязычной микросреды. В нескольких школах есть русскоязычные классы, многие магазины имеют хотя бы одного русскоговорящего сотрудника. Сейчас налево, и там еще зигзагами выйдем. У него одна из дочерей приемных, она была военной летчицей. И одной из первых вообще женщин военной в турецкой армии. И это такой уровень высокого феминизма был. И с тех пор тема феминизма в Турции активно стала развиваться. Если ты не заметил, женщины здесь очень часто, там прямо, да, очень часто курят. Очень часто. И это признак как раз таки подражания такой независимой женщины. Культивируется через курение в том числе. Внутри. Запиться и завалить. Великие кутежи. Сейчас направо. Коста Кэнди. Пахнет палочкой. Ой, как красиво. Ой, твои любимые. Вон там еще с той стороны вы еще не увидели. Барабашки не надо, по-моему. Нам налево? Точно? Да. Кать.
Поинтереснее, чем в Тбилиси? Да, ухоженнее. Ухоженнее и поинтереснее, чем даже в Тбилиси, да? Прямо-прямо. О, какая прикольная. И вот, кстати, через старый город мы вышли к музею Ататюрка в Анталии. Он стоит справа. Это старая турецкая вилла. Дом-музей Ататюрка самый почитаемый в Анталии. Его экспозиция посвящена прославленному военачальнику и первому президенту Турецкой Республики Мустафе Кемалю. С 1934 года за политическим деятелем прочно закрепилось звание Ататюрк, отец турок. Достопримечательность расположена в тихом квартале курорта в 500 метрах от набережной. Вилла, где расположен музей, представляет собой прямоугольное здание с двумя фасадами и черепичной крышей. От входной двери начинается длинный холл. По обеим сторонам можно увидеть дверные проемы, ведущие в зал, кухню, столовую, кабинет и ванную комнату. Здесь же установлена массивная лестница, по которой посетители поднимаются на второй этаж. Напротив ступенек находятся личные покои Мустафы Кемаля. Помимо них, на этаже можно найти зал для совещаний, 2 рабочих кабинета и другие комнаты. Одна из них выходит на знаменитый балкон, где Ататюрк впервые выступил перед местными жителями в 1930 году. К зданию примыкает небольшой задний дворик. Здесь высажены деревья и фигурно подстриженные кустарники. В центре установлен бюст женщины с покрытой головой. Ну а далее мы выходим к тренажерному залу Ататюрка в Анталии. Это крупный тренажерный зал вместимостью на 2500 человек, расположенный в Анталии. Он используется очень часто баскетбольным клубом муниципалитета Анталии. И далее уже, через известный парк, мы идем в сторону жилой застройки Анталии. Все это парк Караалеглу. А самое главное, что все сетки на месте. И кольца не погнуты. Что еще можно сказать про город? Разве что здесь тепло даже зимой. Зима в Анталии. В холодное время года климат Анталии похож на муссонный. Благодаря линии обороны Таврических гор сюда не проникают циклоны, но выпадает очень много осадков. Похожие признаки наблюдаются и в курортной зоне южного берега Крыма. В феврале и марте вода в Средиземном море охлаждается до самой низкой в году температуры, она составляет всего около плюс 17 градусов по Цельсию. Снегопады и заморозки при мягких и влажных зимах случаются крайне редко. Насладиться снежными видами и студеной прохладой можно, разве что, на отличном горнолыжном курорте Саклыкент. Сезон катания здесь длится с середины декабря до первых дней апреля. Межсезонье в Анталии.
Начало весны и конец осени в Анталии обещают прекрасный экскурсионный отдых. В это время удастся избежать столпотворений у основных достопримечательностей Верхнего и Нижнего водопадов Дюден, в руинах Перги и у ворот Адриана. Днем температура воздуха колеблется, но близка к плюс 20 по Цельсию, небо может быть затянуто тучами и есть вероятность дождей. Купаться в море отваживаются только любители холодной воды. Уже везде так примерно они сносятся, чтобы вначале подрыв, а потом уже... Что же, это была увлекательная прогулка по городу. Надеюсь, она вам очень сильно понравилась. На этом мы будем финалиться и закругляться в нашем видео. Ну а если у вас созрели комментарии, то пишите их под видео. На этом мы будем прощаться. Обязательно оцени данное видео, рекомендуй его своим друзьям и пересылай друг другу. А мы обязательно увидимся в новых выпусках про Турцию, Грузию, Россию, Беларусь и другие страны на канале вскоре. Обязательно подписывайтесь и ставьте свои оценки. Увидимся!